їхати було важко. Ну, дуже важко. Та ми на машину повісили таку табличку, що діти. І ми їхали, та тоді, коли ми вже приїхали в Швецію, то дідусь бабусі вже було спокійніше, що ми у безпеці. Вот, и на следующее утро мы приехали уже в Мальмо. Приехали в миграционную службу в Мальмо. Нам сказали идти в этот миграционный отель. Вот. Мы там поселились, нам сняли отпечатки пальцев, там, чтобы сделать ID-карточку. Вот. И мы поехали к нам приехали наши друзья, которые сейчас тут живут. Вот. Тоже они с нашего города, они из Бердянска. Вот. Но приехали сюда еще в марте месяце, по-моему, или в апреле. Вот. И мы с ними там поговорили, там погуляли по Мальмо, вот, и все, в принципе. И мы наткнулись на семью в Швеции. Вот, мы им написали, и они сразу нам ответили и говорят: да, конечно, приезжайте, мы вас ждем. И мы даже не задумывались, мы сели на самолет и полетели к ним. Семья очень хорошая, мы жили у них больше, чем 3 месяца, и они нам всегда помогали. Они очень спортивная семья, и всегда Сара нас знакомила чуть ли не каждый день с новыми людьми, ее друзьями, подругами. И они тоже нам все помогали, очень хорошие люди, и постоянно с нами общались. Даже вот сейчас, когда мы здесь, мы уже переехали от этой семьи, мы все общаемся, и даже мы общаемся с нашей шведской семьей, с Генриком Свенсоном и Сара. И мы также общаемся с их друзьями и постоянно встречаемся. И в Швеции люди очень хорошие, нам все всегда помогают, и люди с Украины, волонтеры украинские, те, которые до этого жили, до войны здесь жили, нам тоже все очень хорошо помогают. Там поздно ночью нас забрал мой дядя. Правда, у нас дядя... Вот. Я никогда не видела своего дядю, поэтому я увидела его впервые. Это было для меня таким сюрпризиком. Да. Ну, а дальше я уже была в Швеции. Но потом на утро мы познакомились с моим дядей, и у него оказалась собака и кошка. Это было мило. Большая собака. Очень большая. Но потом мы поехали в Мальмо, и там мы решили... Вот. В Мальмо мы ездили в миграционку, и как раз на пути назад мы решили заехать в большой музей. Там оказалось бесплатно для украинцев, поэтому нам очень повезло. Там был музей техники. И первое, мне понравилось то, что в Швеции очень убрано, а также у них довольно-таки цивилизовано. У них нету нигде грязи, сортируется все смеття. Очень красиво. Много лесов также, что меня очень впечатлило. Просто лес, 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 лес. Один лес, полный лес. И мне очень понравилось в Швеции. Также я еще ездила в Данию. И в Дании, не знаю, как-то не так чисто, что ли. У маминых друзей, которые писали еще у нее в детстве. Вначале, они же Швеция, они же шведы. Мы ж тоже. Если мы в Швеции, мы шведы. Мы потом знаешь такой город Истат? И с этого Истата мы приплыли туда, и они нас забрали, поехали в Лунд. И там мы очень много дней там прожили, и потом кто-то написал им, что, это к этому велике, и написали, там, мы маме дадим работу, там, которой будем давать деньги. Мама согласилась, мы переехали в Велик, нам никто ничего не давал. Прям не получилось с работой. Школа была классная, но потом нас расселили в этот Белгород. Все.